Всем доброго раннего утра. Хотя всем обещала, что я сегодня обязательно пораньше лягу спать и отдохну. Потому что действительно уже переутомление налицо. Но что поделать? У таких людей, чем дальше, чем больше узнают, тем больше народу обращаются. Именно для этого были установлены правила, чтобы я не тратила время каждый раз объяснять. Но, к сожалению, люди этого не понимают, и приходится иногда тратить время, силы совершенно в не туда. Ну да ладно. Итак, мне как историку посчастливилось, если уж прямо сказать, покопаться в архивах. И очень многие ритуалы, действенные, сильные ритуалы, они все действенные, сильные, но есть особенно любимые зрителями ритуалы. Это, например, римский ритуал удачи, византийский ритуал на желание. Много. Сейчас не вспомню, у меня их 4000. Попробуй вспомни все за один раз. Очень много. Сила викинга на норвежском языке. Огромное количество работ, которые были подарены миру, людям. Где-то я по крупицам восстановила, какую-то часть ритуала удалось найти и воссоздать, знаете, добавляя свою работу. Где-то только ритуальная часть, то есть именно традиция, но заговор составлен мной, поскольку заговора нет, и он не дошел до нас. Где-то есть действия, слова мои, где-то полностью сохраненные древние работы, которые были вам подарены, и они очень действенные. Одним словом, это титанический труд, и это труд во имя людей, чтобы люди могли жить лучше, чем другие. Разумные люди, те, которые оценят, увидят. И в этом случае я тоже хочу вам подарить один ритуал. Ритуал древнего народа, автохтона Кавказа, то есть одного из коренных народностей Кавказа. Ритуальная часть сохранилась, то есть мы знаем, что можно делать, что нужно, что делали в древние времена, как к ней обращались, к этой богине. Но слова, естественно, утеряны. Я узнала о пантеоне андийских божеств, наверное, где-то 18 лет назад, наверное, где-то так, когда интересовалась именно кавказской этнологией, мифологией, более глубоко северокавказских народов. И там именно дагестанские народности фигурируют. Их очень много в Дагестане, по-моему, 200 с чем-то национальностей. И благодаря, наверное, дружелюбию, да, человеческому отношению друг к другу, они сохранили свою самобытность. И язык сохранили, и традиции, обычаи, и этнос сохранился. Именно вот благодаря верности своим корням, ну и между собой человеческого отношения. Так вот, один из этих народов – андийцы. Кто такие андийцы? Они в основном землепашцы и воины. То есть у них вот коммерческая жилка и так далее, она, собственно говоря, отсутствует, как и у всех воинов. Они в основном жили за счет, изначально за счет набегов на соседей в древние времена. То есть вот. А потом начали вести немножко другой образ жизни. Собственно говоря, андийцы – это
скажем так, основная мощь войск того времени. То есть это на самом деле воины, сильные люди, люди, которые не боятся трудностей, но, с другой стороны, они народ не созидательный. То есть они больше, скажем так, за свою историю жили войнами, завоеваниями у соседей. Потому что в Дагестане есть народы, которые исконно, например, земледельцы и исконно созидатели. Это аварцы, это даргинцы, это лаки. Хотя лаки тоже, если они живут в горной местности, они тоже одно время жили набегами, а потом они более такой оседлый образ жизни начали вести. Так вот, я к тому, что у андийцев очень сильно развито вот это вот умение просить удачу внезапную. То есть они надеялись на внезапную удачу, как любой воин надеется. У них не было почвы для того, чтобы богатеть, кроме как удачи. Удачно воевать, удачно завоевать, да, удачно, скажем, многие андийцы служили во время царей, служили в войсках, царских войсках и составляли основной такой костяк войска, именно дикой дивизии, если кто-то изучал дикую дивизию. Для многих они были ненавистны, потому что они были, по сути, где-то и царские каратели. То есть они работали на государство. А на Кавказе очень ценилось обрекство. Это Робин Гуды Кавказа, да, благородные разбойники. И, собственно говоря, вот вели между собой всегда такие постоянные стычки, эти народы, из-за того, что одни были как бы покорны царю, вторые были более такие бунтовщики, не особо подчинялись этим всем законам государственным и так далее. Вот, собственно, немного об истории андийского народа. Но народ автохтонный, древний, народ с богатой традицией, где-то даже, скажем так, со стороны может показаться так диковатой традицией, но оно обусловлено именно бытом, именно теми условиями, которые приходилось за историю пройти, чтобы выжить. Поэтому свое как бы не любили менять на чужое. И вот они отстаивали свое, свои этнические, исторические вот эти ценности, которые они передали предки. Андийцы сейчас мусульмане, они приняли ислам, то есть у них религия исповедует ислам. Однако во всех традициях, обычаях, свадьбы, похороны и прочее очень много вырисовывается языческих традиций. Даже обращения есть определенные, молитвы, как они называют, и в христианстве тоже называют молитвы, да, там прочитаешь, там молитва и не пахнет, которые называют молитвами, но на самом деле это заговоры. И вот, изучая культуру автохтонов Кавказа, коренных жителей, аборигенов Кавказа, очень много интересного я для себя подчеркнула и постепенно буду дарить вам. Уже дарила и дальше подарю. Итак, немного о пантеоне андийцев. Они считают, что главенствующий бог, он отсекает злых духов с помощью радуги. В мифологии андийцев радуга – это меч главного бога. Его имя утеряно, потому что его имя считалось, то есть не положено было называть, нельзя было, нужно было называть его как он или всемогущий, великий, тот, кто нас создал. Но имя нельзя было называть, настолько это было страшно им, да, произносить в суе имя великого божества, что так мы и не узнали, то есть не осталось в истории, не дошло до нас, как звали великое божество, верховное божество именно у андийцев, в теологии андийцев. Однако есть очень много других
божеств, чьи имена мы, собственно говоря, узнали, и они до нас дошли. Ну, например, Умчар. Его называют помощник Верховного Бога, а иногда и Верховного Бога могли так назвать, перепутать. На самом деле Умчар, он есть как старший сын, главный сын, который управляет его делами на земле. Если Умчара разозлить, то он может ударить громом и молнией. Поэтому, если чей-то дом горел от молнии, считалось, что они разозлили Умчара или они нечестно живут. Поэтому вот Умчар их наказал. Дальше. Боги стихийные, боги природы. И одна из них Шурла-Ашура, матерь ветров или богиня ветров. Считалось, что у нее 7 сыновей. Это ветра. Вот слово 7 ветров, да, это не просто так. Пришло и осталось в культуре других народов в том числе. Вот она матерь этих 7 ветров. И она может дать человеку и благо, и зло. Кто-то просил ее разрушения дома врага или наказания врагов, которые угнетали. Кто-то просил богатства. А матери, например, пугали детей тем, что Шурла-Ашура может их забрать, если они будут непослушны. То есть схватит и унесет. Лакцы ее называют цасажи или часажи. Ну, различные версии. Считается, что она матерь бога дождя, Цабла-Малайк. Она поднимает ветра и просит своего сына орошать земли. И поэтому, если долгая засуха, то просили Шурла-Ашура, чтобы она попросила своего сына поднять воды над землей и орошать землю. То есть она была, по сути, могущественная богиня и очень культ, очень, скажем так, почитаемый, поэтому до наших дней дошли. Вы учтите, что религии, которые пришли в этот мир, они настолько уничтожали даже следы языческой культуры, что те, которые спаслись и до наших дней остались, это значит, это были самые популярные, самые почитаемые культы божеств, потому и они и дошли. Иначе бы они просто до нас не добрались. Учитывая, что просто была очень страшная казнь, наказание, даже малейшее упоминание. Вот представьте. Есть у андийцев такая традиция куклу из травы создавать, кукла благополучия. Там добавляли определенные травы для защиты дома. Значит, семицветник есть такой, который обитает высоко в горах. Есть кровь Прометея. Это очень редкий цветок, и он прям на скалах растет, и очень тяжело достать. Многие храбрецы в древние времена доставали в знак любви своей возлюбленной вот эти цветы и кидали им на окна. И тогда человек понимал, что он за меня на все пойдет, потому что доставать их это было смертельно опасно. Вот кровь Прометея, из этого цветка делали мазь, настойки, и оно буквально спасало, вытаскивало с того света человека. Вот добавляли туда кровь Прометея, добавляли туда ведьмину метлу, трава, тысячелистник и так далее. Их, значит, вешали возле дверей. Если человек, который пришел в ваш дом, взглянул на эту куклу, не поняв, что это такое, и эта кукла упала и просто разорвалась, то есть все эти цветы рассыпались, значит, человек вам враг и приходит к вам с плохой мыслью. А вообще со временем эта кукла впитывала в себя, ну вот как у славян, собственно говоря, да, кукла-оберег, обережная кукла. Вот она впитывала в себя все эти негативные взгляды людей, зависть, а потом, в конце концов, она просто лопалась. Если она лопалась, надо было ее вынести, сжечь и оставить там откуп. Другой есть такой момент. Во время дождя нельзя было хоронить человека.
вот в древние времена считалось, что если дождь попадет в могилу, то они похоронят дождь. И тогда быть засухи очень долгое время. Выражение такое: дождь похоронили. А знаете, реально так и происходит, и до сих пор происходит. Если во время чьих-то похорон пошел дождь, потом очень долго засуха. Просто вот, земля ждет влага. Видимо, знали эти люди, да, эти все традиции, обычаи, они не просто так пришли в наш мир. Вот, кстати, кукла из травы называлась Кярла Начи. Но есть еще другое, которое давали девочкам играть. Это выпекали эту куклу. Но выпекали таким образом, как я так понимаю, что сегодня делают из соляного теста вот эти всякие, да, красивые вещи, они надолго остаются. То есть, видимо, как по какой-то технологии оно до нас не дошло, и выпекали эту куклу и дарили девочкам для благополучия. Там фасолю там ставили вместо глазиков и так далее. И вот эти все божества грома, молний, природных молний, в какой-то момент запрет, когда уже был очень строгий запрет на языческие верования и прочее, начали призывать, именем исламских святых. Один из них – Хизри Ильяс. Хотя Ильяс и Хизри – это различные святые, но Хизри вообще, святой Хизри, он считался, что он крылатый, он идет сразу на помощь. И все те правители, которые помогали своему народу, которые приходили на помощь во время каких-то катаклизм, во время, может быть, потопов и прочее, то есть выделяли деньги, помощь, их называли крылатые Хизри, или он для нас как Хизри. Считалось, что пророк Хизри, он очень быстро доходил до людей, чуть ли не на крыльях каких-то мифических, и оказывал помощь. И вот, соединив этих двух святых ислама, Хизри и Ильяс, очень часто заменяли на богов природы. То есть, знаете, напоминает Вуду, где у каждого бога Вуду есть христианская маска, так называется. Вы представьте, я к этому выводу пришла еще до того, как узнала про Вуду и более глубинно начала заниматься им, изучать. Я, когда начала изучать богов Вуду, я поняла, что у них есть какое-то прикрытие христианское, потому что рабы боялись своих хозяев, боялись наказаний, и они под каким-то прикрытием называли их имена. Потом, это официально я нашла, как называется христианская маска. Я почему говорю, что правда открывается не всем. Тем, кому это дано. И кому дано, кто эту правду увидел, открыл. Есть определенные, потоки информации, которые открываются не каждому человеку. Вот именно такие люди, которым эта правда открывается, они могут научить других. Вот к чему сказано, что дано-то не всем, поэтому не каждый может за собой вести толпу. Да и не нужно, друзья мои, отдыхайте, живите своей жизнью. Это очень большая ответственность, это очень тяжелый крест, поверьте мне. Поэтому те, кто мечтает, оказаться на месте ведьм, они понятия не имеют о жизни ведьм, поэтому и стремятся туда. Окажутся и сойдут с ума. Итак, Шурла Ашура. Просили ее и брали большую емкость воды, выливали эту воду, вот так вот лили туда. Можно просить через окно, можно где-нибудь в лесном массиве, очень хорошо сработает, поскольку она богиня природная. Вот это вот выливали воду. И нужно было, высыпать что-то сладкое. До появления сахара, естественно, были восточные всякие сладости, которые измельчались и вот так вот высыпались. Нужно было сыпать вот эту вот сладкое угощение, а потом лить воду. Поскольку она любитель поднимать волны, воду, корабли, волны моря, она же богиня ветров, ветер любит играть с морем, да? И вот, удовлетворяя ее эту страсть, любовь к морям и к воде, лили воду. И тогда она слышала, очень может быть, что во время чтения поднимется ветер.
Не пугайтесь, это хорошо, она вас слышит. Может быть, после чтения поднимется ветер. Ну, не буря, конечно, но в течение дня может быть ветер, очень может быть. Но даже если не будет, это не говорит о том, что у вас не получилось. Просто так говорю для мнительных людей, которые сразу, а вот у меня не поднялось. Это не обязательно, но такое может быть. Ведь люди с разной энергией, правда? Есть люди с сильной энергетикой, есть люди средней, есть очень слабой энергетикой. У всех может получиться, но у кого-то более ярко красочно это проявится, понимаете? Итак, мы просим ее, чтобы она направляла в наш дом своих сыновей, которые будут приносить удачу в наш дом. Мы просим ее для хорошего дела, хотя ее просили и для плохого тоже. Но сейчас мы ее просим о мирном деле, да, наша просьба сейчас мирная, добрая. Итак, 7 раз нужно читать. 1 раз высыпать сахар. Ну, песок, можно сахар на песок заменить. Вот так чуть-чуть посыпать. Как бы и такой струей кинуть на землю. 2 раз и воду. Вот так сверху. Поставить, начитать. Потом еще раз перед чтением заговора. Вот так посыпать, воду лить и читать. Если у вас вода и сахар раньше закончится, это не страшно. Но постарайтесь, чтобы хватило на 7 раз. Читаем 7 раз и призываем 7 ветров удачи. После ничего делать не нужно, никак не нужно откупаться. Вы изначально откупились, и этого достаточно. Вообще, у андийцев всегда изначально считалось правильным отдать, только после забирать. Ну, как и в случае с женами. Сначала отдавали откуп за нее, потом забирали ее. Ну и во всех случаях. И за ребенка, когда узнавали, что жена беременна, угощали соседи и так далее, откупались уже изначально, потом получали ребенка, грубо говоря. Итак, начнем. О Матери ветров, Шурула Ашура, повелительница высот. Ты многое видишь, ты многое знаешь. Прошу я тебя, Матерь ветров, услышь меня и помоги. Неси на своих крыльях мне богатство. Прошу тебя, вообще правильно Щурла, Ашчура. Щурла Ашура. Направь ко мне 7 денежных ветров, 7 твоих сыновей. 1 ветер мне принесет монеты медные. 2 ветер принесет мне монеты серебряные. 3 ветер принесет мне рубли или доллары. В чем вы хотите получить? Или те деньги, которые в вашей стране подсказывают. 4 ветер принесет мне дары со всего мира. 5 ветер удачу принесет мне на крыльях своих. 6 ветер благами земными одарит. А 7 ветер вечное добро и богатство подарит. О, великая Матерь ветров, исполни, и дом мой благами наполни. Да исполнится, заклято. Еще раз. О, Матерь ветров, о, Шурла Ашура, повелительница высот. Ты многое видишь, ты многое знаешь. Прошу я тебя, Матерь ветров, услышь меня и помоги. Неси на своих крыльях мне богатство. Прошу тебя, о Шурла Ашура, направь ко мне 7 денежных ветров, 7 твоих сыновей. 1 ветер принесет мне монеты медные. 2 ветер принесет мне монеты серебряные. 3 ветер принесет мне рубли и доллары. 4 ветер принесет мне дары со всего мира. 5 ветер удачу принесет мне на крыльях своих. 6 ветер меня благами земными одарит. 7 ветер. 7 ветер, он заключительный, поэтому здесь нужно говорить то, что вам нужно. Может быть, удачу вечную подарит, или богатство вечное мне подарит. Вот тут различные, потому что именно человеку нужно в данный момент. Удача в работе или именно деньги конкретные, понимаете? О, великая Матерь ветров, исполни, и дом мой благами наполни. Да будет так, заклято. Вы читаете 7 раз, я прочитал 2 раза, думаю, этого достаточно. Ну что ж, вот вам еще
одно древнее божество, о котором вы не знали, но узнали сейчас. Относитесь к ней с почтением, как с почтением относился этот народ к своим богам. И она вас услышит, как слышали все те, у кого вы до этого просили и просите. Всем удачи!